А вы уверены, что одна серия может перевернуть все турецкое телевидение? Проект, который месяцами переносили, сериал, в успех которого сомневались даже инсайдеры, вдруг взрывает рейтинги и становится лидером дня. Случайность? Или за этим стоит нечто гораздо более жесткое и продуманное? Почему именно «Семья» — это испытание приковал к экранам миллионы с первой минуты? Что скрывается за безупречным образом главного героя? И какую роль в этом успехе сыграли возвращение Кенана Имирзала Оглу, неожиданный образ Сафры Сарачоглу и тайны семьи, о которых в сериале пока только намекают? Сегодня мы разберем громкий старт, скрытые причины этого успеха и конфликты, которые уже сейчас угрожают взорвать сюжет изнутри. Здесь будет все: давление традиций, запретные чувства, семейные игры и решения, за которые придется платить слишком высокую цену. Оставайтесь до конца, самые неожиданные детали и скрытые смыслы вы увидите только в этом видео. Осень 2025 года. В медиапространстве все чаще всплывает одно и то же название. Его обсуждают в кулуарах, упоминают в новостях, пересылают в фанатских чатах, но при этом никто толком не понимает, каким оно окажется на самом деле. Проект обещают громкий, почти судьбоносный для турецкого телевидения, но вместо четкой даты – тишина. Потом еще одна отсрочка. И еще. Каждый перенос работает против сериала и одновременно на него. Одни начинают сомневаться, не прячут ли за паузами проблемы. Другие, наоборот, убеждены, если так долго тянут, значит, готовят нечто особенное. Ожидание постепенно перестает быть фоном и становится частью истории еще до выхода первой серии. Интерес подогревается не трейлерами и не громкими заявлениями, а самой неопределенностью. Слишком много разговоров, слишком высокая планка. В какой-то момент возникает опасное ощущение: сериалу уже приписали успех, которого он еще не заслужил. А значит, цена ошибки возрастает в разы. В таких условиях один единственный эпизод может либо оправдать месяцы напряжения, либо обрушить все за вечер. Именно поэтому момент премьеры превращается не просто в старт, а в проверку на прочность для создателей, актеров и зрителей. И когда этот день наконец наступает, становится ясно, дальше отступать уже некуда. День премьеры наступает без лишнего шума, но напряжение ощущается почти физически. Вторник – самый беспощадный день для телевидения. Именно в этот вечер зритель выбирает особенно жестко, переключая между проектами, которые уже успели завоевать доверие. Ошибка здесь не прощается. Первая серия выходит, и почти сразу становится понятно, что-то пошло не по привычному сценарию. Речь не о громких сценах или резких поворотах, а о реакции аудитории. Зритель не разогревается, не присматривается, он вовлекается сразу. Экран не отпускает, темп не провисает, напряжение не растворяется. Через несколько часов сухие цифры фиксируют то, что уже ощущалось интуитивно. Показатели просмотров резко выделяют сериал на фоне конкурентов. Это не эффект любопытства и не разовый всплеск, структура аудитории показывает устойчивый интерес. Вечер, который должен был стать испытанием, неожиданно превращается в точку опоры. Но сами по себе рейтинги – лишь следствие. Они не объясняют главного, почему зритель остался, почему не переключился, почему решил досмотреть до конца. Ответ скрыт не в статистике, а в первом же появлении ключевой фигуры, которая задает вес всей истории. Он появляется в кадре без лишнего нажима, но с первой же минуты пространство вокруг него меняется. Взгляд, паузы, интонации – все говорит о человеке, за плечами которого не просто опыт, а прожитая жизнь. Его присутствие не требует объяснений, потому что зритель чувствует, перед ним фигура, способная удерживать историю на себе. Этот персонаж не стремится понравиться и не пытается завоевать симпатию напрямую. Он сдержан, точен и будто постоянно держит дистанцию,
за которой скрывается что-то большее. Именно такая манера притягивает сильнее любых громких жестов. Каждое его решение кажется взвешенным, а каждое молчание – осмысленным. Важно и другое. Герой не вводится как центр вселенной, вокруг которого вращаются все остальные. Напротив, он словно возвращается в мир, где давно перестал быть частью системы. Это создает внутреннее напряжение, он знает правила, но больше не готов им подчиняться автоматически. Зритель постепенно понимает, именно через этого человека будет раскрываться не только сюжет, но и сам конфликт между прошлым и настоящим. Однако удерживать баланс в одиночку невозможно. Истории нужна вторая точка притяжения, и она появляется там, где ее меньше всего ждут. Сначала зритель уверен, что знает ее. Имя Афры Сарачиглу давно ассоциируется с определенным образом, и именно на этом ожидании сериал играет особенно жестко. Когда в кадре появляется Чагла, становится ясно, привычная маска осталась в прошлом. Это другая героиня, другой темп, другой внутренний нерв. И самое главное, другая Афра Сарачиглу. Чагла не старается быть удобной. Она говорит меньше, чем думает, и думает больше, чем показывает. Молодая юристка, только начинающая путь, оказывается в пространстве, где все давно решено без нее. Семейная фирма Ханджа-Аглу живет по негласным правилам, и каждое движение здесь проверяют на соответствие традициям. Чагла чувствует это почти сразу, и именно это напряжение делает ее появление таким притягательным. Афра Сарачиглу выстраивает образ на контрастах. Взгляд уверенный, положение уязвимое. Внешнее спокойствие скрывает внутреннее сопротивление. Зритель ловит себя на мысли, эту героиню невозможно предсказать, и в этом ее сила. Она не украшение истории и не второстепенный элемент, а полноценный участник конфликта, который только начинает разворачиваться. И когда Чагла сталкивается с Даганом Ханджа-Аглу, становится ясно, это не романтическая случайность и не сценарная формальность. Это точка пересечения двух людей, каждый из которых уже находится в конфликте со своей средой. И именно этот момент запускает цепь событий, которые затронут куда больше, чем личные чувства. Возвращение Дагана Ханджа-Аглу не сопровождается громкими сценами, но по напряжению оно похоже на землетрясение. Его приезд в родовой особняк – не жест ностальгии и не попытка восстановить утраченные связи. Это вынужденный шаг, продиктованный формальностью – свадьба младшей сестры. Повод, который выглядит мирно, почти празднично, но внутри семьи Ханджа-Аглу такие события всегда означают куда больше, чем кажется на первый взгляд. Даган, блестящий хирург, человек, сделавший имя вдали от дома, возвращается в Стамбул не как победитель и не как изгнанник. Он возвращается как тот, кто однажды уже выбрал дистанцию. И именно это делает его присутствие неудобным для всех. В этих стенах его помнят другим, более податливым, более зависимым от семейного мнения. Но человек, который теперь стоит перед ними, больше не вписывается в старые рамки. Дом живет по своим законам. Здесь каждое слово имеет вес, каждое молчание – значение. Родственники улыбаются, обмениваются любезностями, но за внешним спокойствием скрывается напряженная борьба за влияние и контроль. И появление Дагана мгновенно нарушает хрупкий баланс. Его независимость раздражает, его успех за пределами семьи вызывает зависть, а его спокойствие воспринимается как вызов. Именно в этой атмосфере предсвадебной суеты, где радость смешивается с давлением, судьба снова сталкивает Дагана с Чаглой. Их разговоры не похожи на флирт, их взгляды не ищут одобрения. Это общение двух людей, которые по-разному, но одинаково остро ощущают, они здесь чужие. И чем больше времени они проводят рядом, тем очевиднее становится, их связь угрожает не только семейному покою, но и устоявшейся системе ценностей. Пока семья Ханджа-Аглу занята собственными играми,
Чагла все глубже погружается в мир, где формальная должность значит меньше, чем фамилия. Ее работа в семейной компании быстро перестает быть профессиональным вызовом и превращается в психологическое испытание. Здесь не повышают голос, не устраивают открытых конфликтов, но давление ощущается в каждом взгляде, в каждой недосказанной фразе. Чагла замечает то, что для остальных стало нормой. Женщинам здесь отведена определенная роль, молодым – определенное место, а чужакам – постоянное напоминание о том, что они временные. Афра Сарачоглу играет эти моменты тонко, без прямых акцентов. Достаточно легкого напряжения в плечах, короткой паузы перед ответом, чтобы зритель почувствовал, героиня постоянно находится в режиме внутренней обороны. Параллельно раскрываются и другие члены семьи. Каждый из них несет свою скрытую мотивацию, свои страхи и амбиции. Эти линии не отвлекают от главного конфликта, а наоборот, уплотняют его, создавая ощущение, что любое неверное движение может запустить цепную реакцию. В этом мире нельзя быть нейтральным. Либо ты принимаешь правила, либо становишься угрозой. И именно в этот момент отношения между Даганом и Чаглой начинают выходить за рамки осторожного сближения. Они все еще держат дистанцию, но напряжение между ними становится заметным для окружающих. А в семье Ханджа-Аглу чужие чувства никогда не остаются без последствий. Любовь в этом сериале не выглядит спасением. Она скорее напоминает проверку на прочность. Даган Ханджа-Аглу слишком хорошо знает цену компромиссам, а Чагла слишком ясно понимает, что уступка сейчас может стоить ей будущего. Их связь развивается на фоне постоянного давления, где каждое решение – это выбор между собой и ожиданиями других. Сериал «Семья. Это испытание» намеренно уходит от идеализированной романтики. Здесь нет обещаний легкого счастья и красивых иллюзий. Вместо этого зрителю предлагают наблюдать, как чувства становятся причиной внутренних конфликтов, как близость обнажает слабости, а искренность превращается в риск. Чагла все чаще сталкивается с негласным осуждением. Для семьи она остается удобной мишенью, молодой, самостоятельной, не вписанной в систему. А Даган, сам того не желая, оказывается перед выбором, который он откладывал годами – снова отойти в сторону или впервые открыто пойти против собственной семьи. И чем дальше заходит эта история, тем яснее становится, здесь не будет победителей без потерь. Каждый шаг героев меняет расстановку сил, и цена этих изменений оказывается выше, чем они ожидали. Пока на экране разворачивается драма, за кадром давление не меньше. Высокий бюджет сериала «Семья. Это испытание» сразу становится темой обсуждений. Громкие имена, масштабное производство, высокие ожидания – все это превращает проект в рискованную ставку. Один неверный ход может стоить слишком дорого. Создатели сериала оказываются в ситуации, где нельзя позволить себе спад. Успех первой серии – не гарантия будущего, а дополнительная ответственность. Каждая новая серия должна не просто удерживать планку, а доказывать, что старт был не случайностью. Это напряжение чувствуется и в развитии сюжета. История не замедляется, не уходит в безопасные стороны, а наоборот, постепенно усложняется. Конфликты становятся глубже, решения болезненнее, а последствия необратимыми. Зритель все яснее понимает, сериал не собирается быть фоновым. Он требует внимания, эмоционального участия и готовности следить за историей до конца. И именно здесь возникает главный вопрос, который уже невозможно игнорировать. Сможет ли семья, это испытание, выдержать дистанцию, которую сам себе задал? История знает немало примеров, когда мощное начало не спасало проекты от постепенного угасания. Но здесь ставка сделана на другое, на многослойность, на психологическую глубину, на актерскую игру, которая не дает зрителю расслабиться. Кинан Имирзала Аглу ведет своего героя по тонкой грани между холодным разумом и подавленными чувствами.
Афра Сарачоглу шаг за шагом раскрывает Чаглу как персонажа, который не ломается под давлением, а меняется, становясь сильнее. Их линии переплетаются не ради эффекта, а ради смысла. Финал каждого эпизода не закрывает вопросы, а создает новые. И именно это удерживает внимание, заставляя ждать продолжения. Сериал уже доказал, что умеет начинать. Теперь все зависит от того, хватит ли ему смелости и выдержки довести эту историю до конца, не потеряв ни напряжения, ни честности перед зрителем. Если вам близки такие истории, где чувства сталкиваются с традициями, а выбор дается слишком высокой ценой, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк этому видео и обязательно пишите в комментариях, как вам сериал «Семья. Это испытание» и на чьей стороне вы оказались. Самые интересные истории только начинаются, и мы будем разбирать их вместе. До встречи в следующих видео.